Добрый день, мои хорошие! Вы на канале Светланы Лосевой, и это канал о вязании. Сегодня я хочу вам предложить связать вот такой изящный, стильный джемпер в таком красивом цвете морской волны. Таким неброским узорчиком, легеньким вяжется. Сейчас покажу вам со спинки. Вот кокеточка у нас вот так смотрится, да? Приближаю вам. Посмотрите, вот так выглядит кокеточка ажурная. Ну, а в основном все изделие связано вот такими ажурными дорожками. Вот, и по спиночке сейчас я вам тоже покажу, как это смотрится. Хотя бы уже, наверное, видели в самом начале. Вот тоже приближаю вам. И кокеточка на спинке тоже очень интересно смотрится. Очень изящный, интересный джемперок. Вяжется легким узорчиком. Так, пряжу шикарную я подобрала, девочки, такой, знаете, с кашемиром. Очень мягкая, немного такая, знаете, на шелковую похожа слегка. Ну, в общем, очень интересная, эстетично выглядящая вещь, которая, я думаю, должна быть в гардеробе каждой женщины. Она будет очень приятная на ощупь, вот это вот вязаное полотно, то есть к телу очень нежное и приятное. Давайте я вам покажу эту пряжу сейчас. Итак, смотрим ее шикарный состав. Мериносовая шерсть с кашемиром. Дорогие рукодельницы, я очень рада, что вы зашли на мой канал. Если вы впервые на моем канале, пожалуйста, не забудьте подписаться. На моем канале много интересных мастер-классов по вязанию спицами и крючком. И их будет еще больше. Вы будете узнавать о новинках моего канала сразу же. Не забудьте поставить лайк под видео. Это поднятый вверх пальчик. Ваши лайки повышают рейтинг видео. И это не пустые слова. И к тому же, так видео попадает в вашу папочку понравившихся, и вы никогда его больше не потеряете. Для вязания этого джемпера я выбрала очень мягкую, очень шелковистую пряжу. Газал Baby Wool, 50 грамм, 175 метров. Ну, что тут еще есть интересного написано? Состав, конечно же, шикарнейший. Сейчас вам продемонстрирую. 40% акрила, 20 кашемир и 40 мериносовая шерсть. Мягчайшая пряжа средней толщины, даже можно сказать чуть тоньше средней толщины, потому что спицы я даже взяла спицы троечку, обычно 3,5 вяжу, да, вот. Она немножечко блестит, девочки, и такой у нее прям шелковистый, ну, параметры такие шелковистые, нежнейшие, теплые, представляете, мериносовая шерсть. К тому же очень большой состав, да, натуральных волокон, кашемир, ну, шикарнейший. К телу, конечно, то, что нужно. Вот у меня здесь связано два узорчика, то есть это ажурные дорожки и узорчик для кокетки. Несколько раппортов я связала. Так, и как видите, смотрится это довольно элегантно, не броско и интересно. Итак, мои хорошие, давайте с вами рассмотрим схемочку и приступим к вязанию образца. Про схему узора. Ажурные дорожки у нас выполнены в технике брумстик. Это по-другому еще называется перуанское вязание. Такие вытянутые петельки. Интересно, очень вяжутся. И, в общем-то, схемы нет. Я вам показываю. Там очень легко все это визуально подглядеть и запомнить. Повторить движение, да. Ну, а схема ажурной кокетки выглядит вот таким у нас образом. Значит, 6 петелек у нас в ширину и 8 рядов в высоту. Так, что касается выкройки. Сейчас я вам показываю, значит, из иностранного журнала оригинал, как выглядела, вот так выглядела страница описания из иностранного журнала. Я вам приближаю сейчас выкройку. Вот смотрите, была вот такая выкройка. Ну и вот, соответственно, схема, да. На выкройке рукавчик четко видно, да, размер стоит 3/4. Ну и разная тут ширина идет. Я вам буду
сегодня составлять описание мы будем вместе на основе 46 размера шириной спинки 50 сантиметров. Как видите, здесь можно различные варианты использовать размеров. Вот 50, вот наши 50, 46 размер, вот 47 сантиметров ширина. Это будет на 44 размер, 53 сантиметра это на 48 размер и так далее. На 50 размер 56, на 52 59 и так далее пошло сантиметров ширина. Вот здесь слегка приталенный силуэт. Я же вам сейчас покажу выкройку, которую я использовала. Вот, у меня прямой силуэт, обычная классическая выкройка. Вот, пожалуйста, свои размерчики, девочки, здесь ставьте. Очень легко все повторить. Вот видите, ширина у меня идет 50 сантиметров. Здесь по рукавчику 17. Вот так все вместе не умещается. Так, делайте скрин рук, значит, выкройки, кому нужно. И размерчики свои обязательно здесь по своим мерочкам ставьте обязательно. Легко очень пересчитать, девочки, несмотря на то, что кажется внешне сложно составить индивидуальное описание. На самом деле простые арифметические действия. Если вы научитесь на примере одного джемпера, вы затем сможете без труда делать описание для всех остальных других джемперов на основе всего лишь выкройки и измеренной плотности расчет. Итак, классический вариант, рукав с окатом. И сейчас я вам показываю, как всегда мы составляем описание, которое я выкладываю под видео. У нас сегодня будет один размер, 46, но это очень легко, очень легкий расчет, поскольку вы сами видели раппорт узора 4 петли, это у нас ажурная дорожка, и для кокетки 6 петель, да, то есть очень легко здесь подобрать количество раппортов. Тем более мы очень подробно это все рассмотрим после того, как свяжем образец. Посмотрите на конец видео, там всегда мои подробные расчеты. Я прям на ваших глазах на счетной машинке считаю каждую циферку, обосновываю. Очень важный момент, тем более про вертикальную плотность я там много времени уделяю ей в своем описании. Смотрите, зачем она нужна. Так, значит, пряжа у нас приблизительно понадобится 450 грамм. Состав вы уже ее видели пряжи. Спицы я использовала номер 3 и круговые спицы номер 3 понадобятся для обвязки горловины, выреза горловины. Плотность вязания определяем в процессе, когда свяжем образец. Я показываю, как я это делаю. И вот это вот попетельное описание, которое я выкладываю под видео, я зачитывать не стану, да. Все это вы прочитать сможете и без моего, как говорится, участия. Здесь я старалась, девочки, честно учесть каждую циферку, обосновать вам в расчетах. И, в общем-то, надеюсь, здесь все будет очень довольно понятно. И скос мы здесь с вами считаем, и все распределяем раппорты, с какое количество я тоже обосновываю, как правильно, симметрично расположить узоры. Так, мои хорошие, с этим мы все разобрались, а теперь давайте с вами приступим к вязанию образца. Начинаем с вами вязать узор. Для образца я набирала 41 петлю. То есть раппорт узора составляет в ширину 4 петли и 12 рядов в высоту. То есть мы будем с вами набирать число петель кратное 4 плюс 3 петли для симметрии. И я набрала, значит, 4 на 9, то есть 9 раппортов я буду вязать. Вы можете, конечно, меньшее количество взять раппортов. Плюс 3 петли, это будет 39, да, 36 плюс 3, 39 и 2 кромочные. И начинаем с вами с 4 первых рядов, это лицевая гладь. То есть первый ряд у нас лицевые петли, второй ряд изнаночные петли, третий ряд опять лицевые петли, четвертый ряд изнаночные петли. И сейчас у нас с вами 5-й ряд вяжется. И я показываю, смотрите, девочки, первую кромочную я снимаю, не провязывая, и вяжу. Делаю накид, лицевая, накид, лицевая, накид, лицевая. 3 петли я провязала, и 4-я замыкает раппорт просто лицевая. И далее идет повтор. Снова накид,
лицевая, накид, лицевая, накид, лицевая, просто лицевая. Повторяем. Накид, лицевая, накид, лицевая, накид, лицевая и еще раз лицевая. То есть 3 раза у нас идет накид, лицевая, накид, лицевая, накид, лицевая. И 4-я провязывается просто лицевой петлей. Итак, вяжем до конца ряда. У нас с вами 6-й ряд. И мы будем вязать его следующим образом. 6-й ряд является изнаночным рядом. И вот посмотрите, как я это делаю. Ну, первая кромочная, да. И смотрите, я вытягиваю вот эту петлю, а накид сбрасываю. Вот она у меня будет длинная сейчас, раз. Следующую петлю я опять накид сбрасываю, вытягиваю, 2. И 3-ю петлю накид сбрасываю, 3. Вот у меня 3 длинные петли. Я их на левую спицу переснимаю и вяжу изнаночную петлю через все 3. Вот так, изнаночная. Раз. Делаю накид. И 3-ю петлю вот так провязываю, изнаночная. Вот 3-я петля у меня получилась. И после этого сбрасываю. Затем вяжу изнаночная. Повторяю. Тяну за петлю, накид сбрасываю. Тяну за петлю, накид сбрасываю. Тяну за петлю, накид сбрасываю. 3 петли. Переснимаю на левую спицу. Через все 3 вяжу изнаночную. Раз. Делаю накид. И еще раз вяжу изнаночную. 2. После этого все скидываю. Далее вяжу опять изнаночную. Девочки, и так до конца ряда. Смотрите, вытягиваю петлю, накид сбрасываю, вытягиваю петлю, накид сбрасываю, вытягиваю петлю, накид сбрасываю. 3 раза так сделала, да? Затем вернула все это дело, провязала. Изнаночная, накид, изнаночная. Все сбросила. Изнаночная. Опять. Раз, 2, 3. Переместила на левую спицу, провязала. Через все 3 петли изнаночная, накид, еще раз изнаночная. Все скинула, провязала изнаночную. Давайте вяжем самостоятельно до конца ряда. Итак, у нас с вами сейчас 7-й ряд будет. Это лицевые петли. 8-й ряд изнаночные петли. 9-й ряд снова лицевые петли. И 10-й ряд изнаночные петли. Вяжем 7-й ряд. Все петельки вяжем лицевыми. Кромочную сняли, вяжем лицевая петля. Все петельки вяжем лицевыми. Все наши накиды. И так вяжем до конца ряда. 9-й ряд будет точно таким же, да? И 9-й ряд тоже все лицевые петельки вяжем. Так же, как и 7-й. Все петельки до конца ряда просто лицевые. Я вяжу бабушкины петельки за заднюю стеночку. Кто привык, вяжет за переднюю обычно. Ничего здесь нет такого интересного. Так, девочки, и 10-й ряд мы вяжем изнаночными петельками и встречаемся с вами в 11 ряду. В нашем 11 ряду у нас узор будет те же ажурные дорожки, но со смещением в 2 петли будут получаться, то есть в шахматном порядке. Смотрите, первую кромочную сняли, да, вяжем 2 лицевые и далее, как мы вязали с вами, накид, лицевая, накид, лицевая, накид, лицевая. 3 раза так связали, вяжем лицевую. Начинаем 2-й раппорт. Накид, лицевая, накид, лицевая, накид, лицевая. 3 раза связали, делаем просто лицевую. Снова накид, лицевая, накид, лицевая, накид, лицевая и просто лицевая. И так вяжем до конца ряда. И завершается этот ряд просто 2 лицевыми петельками. Кромочную вяжем изнаночной. Вот так. И смотрите, 12-й ряд сразу переворачиваю я и показываю. Значит, первые у нас идут 2 изнаночные, да?
И начинаем мы также вязать, как вязали до этого этот узор. То есть я вытягиваю изнаночную, скидываю накид, вытягиваю изнаночную, скидываю накид, вытягиваю изнаночную, скидываю накид. 3 раза так сделала, 3 петли, перемещаю на левую спицу, вяжу их. 3 вместе изнаночной, накид. И еще раз 3 вместе изнаночной, скинула все 3. Далее идет изнаночная, снова снимаю лицевую, изнаночную, скидываю накид, снимаю изнаночную, скидываю накид, снимаю изнаночную, скидываю накид. 3 раза так сделала, провязала. 3 вместе изнаночной, накид, 3 вместе изнаночной, все скинула, изнаночная. Повторяем. 1, 2, 3. Переместила на левую спицу, связала 3 вместе изнаночной, накид, 3 вместе изнаночной, все скинула, изнаночная. Снова 1, вытягиваю, 2, 3, скидываю накиды, все перемещаю 3 петельки на левую спицу, вяжу изнаночная 1, накид, изнаночная 2, через них же скинула, изнаночная. Вяжем до конца ряда. Так, ну и в общем все повторяется с первого ряда, да? То есть сейчас у нас будут 4 ряда лицевой глади, и далее повторяются вот эти наши ажурные дорожки. Я хочу вас заострить сейчас внимание, будем вязать с вами раппорт, который у нас идет, значит, на кокетке, ажурный узорчик наш идет, 8 рядов, да, его я еще не вязала, будем вместе с вами начинать. 1, 2, 3, 4, 5, 6 петелек у него раппорт и 8 рядов в высоту, 6 петелек в ширину. Так, давайте сейчас с петельками определимся, сколько в наших 41 петле умещается этих ажурных узоров. Итак, девочки, в нашем случае хорошо бы связать, у нас 41 петля, да, у нас уместится с вами 7 раппортов по 6 петель, то есть 42 плюс 2 кромочные. Я думаю, что к 41 нашей петле надо прибавить в последнем ряду равномерно 3 петли. Ну, в общем, это будет 43 петли. И будем вязать с вами полноценные раппорты. 7 раппортов по 6 петель на 43 петельках. Так, и давайте это будем следующим образом делать. Я начинаю, значит, первый ряд нашего узора. Первый идет лицевая, накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево, снова лицевая и 2 вместе лицевой с наклоном вправо. Накид. Провязали первый раппорт. Вяжем второй раппорт. Лицевая, накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево, лицевая, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, накид. Провязали второй раппорт. Вяжем так, девочки, до конца ряда. Второй ряд и все четные ряды вяжутся изнаночными петельками, в том числе и изнаночные наши. Продолжаем вязать до конца ряда второй ряд. У нас с вами третий ряд раппорта, и мы вяжем первая кромочная, далее вяжем лицевая, накид, лицевая, 3 вместе лицевой с наклоном влево, снова лицевая, накид. Второй раппорт вяжем лицевая, накид, лицевая, 3 вместе лицевой с наклоном влево, лицевая, накид. Третий раппорт вяжем лицевая, накид, лицевая, 3 вместе лицевой с наклоном влево, лицевая, накид. И так продолжаем до конца ряда. У нас с вами 5-й ряд. Вяжем первая кромочная, вяжем первый раппорт, лицевая, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, накид, лицевая,
накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево. Повторяем раппорт. Лицевая, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, накид, лицевая, накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево. Третий раз повторяем раппорт. Лицевая, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, накид, лицевая, накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево. Продолжаем до конца ряда. 7-й ряд вяжем. Первая у нас кромочная. Начинаем вязать 3 вместе лицевой с наклоном влево, лицевая, накид, лицевая, накид, лицевая. Первый раппорт связали, вяжем второй раппорт. 3 вместе лицевой с наклоном влево, лицевая, накид, лицевая, накид, лицевая. Снова 3 вместе лицевой с наклоном влево, лицевая, накид, лицевая, накид, лицевая. Продолжаем вязать до конца ряда. На этом раппорт свяжите еще 8-й ряд изнаночный, да, раппорт узора заканчивается и повторяется с первого раза он опять. Вот. Девочки, сейчас я еще немножечко свяжу, может быть, пару раппортов, чтобы было понятно, что тут вся узор представляет, да. А потом мы сделаем с вами влажно-тепловую обработочку и определим плотность нашего узора. Делаем влажную тепловую обработку. Горячим паром наш образец обдаем. И хорошенько тянем в разные стороны. Хорошо бы еще с изнаночной стороны нам с вами отпарить края. И будет сохнуть наш образец. Сейчас наша задача измерить ширину образца и высоту его. И сделать очень простой расчет. Смотрите, мы с вами померяем ширину. У меня 19 сантиметров и участвовала в узоре 41 петля. 41 петля я поделю на 19 сантиметров. У меня получается 2,15. Запишем, что в 1 сантиметре 2,15 петель умещается. Так. Это раз. Теперь, что касается, ну, вот этот узор. Здесь у меня 40, уже я, помните, 3 петли прибавляла. 44, получается, петли участвуют. И посчитаем. Так, и здесь у меня 20,5 сантиметров. 44 петли поделим на 20,5. Девочки, то же самое, видите? Плотность такая же, 2,14. То есть одинаковая плотность у нас, что у этого узора, что у этого, да? Отлично. Теперь будем вертикальную плотность вычислять. Сейчас я измерю, ну, скажем так, измерю, скорее всего, я буду мерить вот этот узор. И посчитаю, сколько у меня в нем петелек, рядов участвует. Так, у меня 14 сантиметров. И сейчас я скажу, сколько это рядов составляет. У меня 3 раппорта здесь в ширину с этими ажурными дорожками горизонтальными. Это 36 рядов. По 12 рядов ведь каждый раппорт. Так, и 36 рядов поделить на 14 сантиметров полученные. Ну, вот такая вот у меня плотность, 2,57. Ну, скажем так,
50, ну, 2,5 оставим. Все-таки погрешность идет. Так, в 1 сантиметре я пишу 2,5 ряда. Будем так условно считать. Так, и сейчас нам понадобится выкройка. Нам понадобится вот такая выкройка. Я ее выбрала, девочки, на 46 размер. Но здесь очень легко все как бы откорректировать свои размерчики. Вот у меня будет ширина спинки и переда 50 сантиметров, да? То есть это, ну, 46 размер. Ставьте здесь любые свои мерки. Там, предположим, на 44 ставится обычно 47 сантиметров, 48, да? То есть небольшие отличия в сантиметрах. И пересчитайте по аналогии, как сейчас буду считать я. Итак, мы начинаем с того, что определяем, сколько же петелек нам понадобится для набора по спинке и переду, да? Одинаково они вяжутся. И для этого нам понадобится плотность, которую мы с вами на образце тщательно таким образом определяли. Вот у нас в 1 сантиметре 2,15 петли умещается, да? И мы вот так вот делаем. Смотрите, 50 сантиметров ширина наша умножаем на 2,15. Получаю 100, ну будем округлять, 108 петель, да? Но я вам сейчас сразу скажу, у нас узор, вот эти ажурные дорожки, плюс 3, да, там добавляется плюс 3. Так-то число петель кратно 4, но плюс 3 добавляется для симметрии, поэтому здесь должно быть нечетное число, и я вот взяла 109. И я вам показываю сейчас, как распределить узор сразу. 109 я поделю на 4, девочки, у меня получается 27 раппортов. Умещается по 4 петли, да, плюс 3 петли для симметрии и плюс 2 кромочные. Итого, смотрите, 27 петель, 27 раппортов по 4 петли. Это не так. 26 раппортов по 4 петли. Это будет 104 петли у вас получится. То есть 26 раппортов. Сразу пишу вот здесь 26 раппортов. Пожалуйста, не сделайте как я, 27. Смотрите, 104 петли, да, плюс 3 петли у меня идут для симметрии и плюс 2 кромочные. И вот получилось число 109. А, пожалуйста, обратите на это внимание, да. Так, 109 петель. Теперь дальше идем по выкройке. Обсчитываем, сколько петелек придется на горловину, на вырез проймы и на плечо останется. Ну, давайте с проймы начнем. Глубина проймы у нас будет вот 5 по выкройке сантиметров. Это очень хорошая глубина. И мы умножаем с вами 5 сантиметров на нашу плотность 2,15. Получаем, девочки, 11 петель. Ну, конечно же, 11. В сторону большего округляем. Записали. Теперь по вырезу горловины. У нас вырез горловины 22 сантиметра. Умножаем на плотность на 22 сантиметра, умножаем на 2,15. Получаем 47 петель. Записали. А теперь плечики вычисляем методом вычитания. Смотрите, наши общие 109. Отнимаем 2 проймы по 22 петли, да? Ну, по 11. Соответственно, если их 2, то 22 петли. И отнять вырез горловины 47 петель. Получим 40 петель. У нас 2 плеча, мы делим на 2, получаем на каждое плечо по 20 петель. Вы также делаете для своего размера. Хорошо. Давайте перейдем теперь на рукав. Рукав у нас 3/4, вы видели, длина. Я тоже здесь также сделала 3/4. По низу у меня, значит, довольно широкой получается. Ну, вот 14, ну там почти 15 сейчас получится. Нам также надо наши ажурные дорожки с вами с раппортом 4 петли плюс 3 для симметрии. Надо обязательно это тоже распределить. Ну, первоначальное количество петель, вот смотрите, 28 сантиметров по низу я умножила. 28 я умножила на 2,15, это будет, ну, 60 петель. Опять говорю про то, что у нас должна быть симметрия.
плюс 3, да, мы добавляем, поэтому должно быть нечетное число, поэтому я пишу 61 петля. И теперь мы 61 петлю давайте поделим на 4. Это будет 15, сразу говорю, это будет 14 раппортов. 14 раппортов, плюс 3 петли для симметрии, плюс 2 кромочные. Так у нас получилось с вами 61 петля. Смотрите, 14 раппортов по 4 петли, это будет 56 петель. Прибавить 3 петли для симметрии и прибавить 2 кромочные. Пожалуйста, 61 петля. Отлично, да? Теперь давайте с вами, рукав у нас будет вязаться только ажурными дорожками. Переходить мы не будем. Я, кстати, вот тут еще про второй узор не рассказала. Сейчас расскажу про кокетку. Так, а здесь давайте по рукаву закончим. Только ажурные дорожки у нас будут вязаться в рукаве. И мы сейчас определим самую широкую часть нашего рукава, сколько петель это будет. Смотрите, 17 это половинчатый размер, то есть 34 сантиметра у нас ширина рукава. Умножить на 2,15 плотность. Это будет 73 петли. И вот из 73 петель я отнимаю по низу 61 петлю и получаю 12 петель нам надо прибавить. Всего прибавить. Прибавить с двух сторон одновременно и равномерно. То есть по 6 петель. Делим на 2, 2 скоса, да? По 6 петель с каждой стороны будем прибавлять. И, конечно же, через равные промежутки, через равное расстояние эти прибавки надо делать равномерно. Как определить эти расстояния? В рядах их обычно измеряют. Для этого воспользуемся вертикальной плотностью. Мы ее с вами считали. Помните, в 1 сантиметре 2,5 ряда мы считали. Так, и для этого я смотрю. Смотрите, наш с вами скос будет в высоту составлять от начала вязания до оката 27 сантиметров. Переводим эту величину в ряды. Для этого я 27 сантиметров умножаю на нашу вертикальную плотность. 27 умножить на 2,5. Получим 68 рядов. Округляем. 68 рядов. И теперь наши 68 рядов мы поделим на 6 петель, которые надо прибавить по скосу. Получим, что, ну, вот такое число не совсем у нас ровное получилось. Но можно сказать, что в каждом 11 ряду мы будем делать прибавки, девочки. В каждом 11 ряду приблизительно. Так, с этим со скосом мы определились. Отлично. Окат рукава я всегда рекомендую вязать по выкройке в натуральную величину, особенно для начинающих, это очень важно. Но есть и теоретический метод расчета этого оката. И ссылочку на статью, как его рассчитывать, как там петельки закрывать, я опубликую, значит, ссылочку под видео. В своем описании будет ссылочка. То есть мое описание, как вы знаете, всегда под видео располагается. И там же будет ссылочка на расчет оката. Но лучше всего нарисовать от руки, ну, вот так вот, как бы в натуральную величину на чем-то объемном, да, на какой-то листе бумаги, вырезать это все дело и вязать, прикладывая постоянно. Это особенно для новичков очень важно, да, тут правильно вот это все сориентироваться, где по одной петле закрывать, где по 2, вот здесь уже на более пологом месте по 3 уже закрывается. Но все это практические умения, девочки. Многие мастерицы, имеющие уже опыт, они уже просто по своему практическому опыту знают, как здесь правильно все закрыть. Так, и остался у нас с вами вопрос невыясненный с вертикальной плотностью по спинке по переду. Смотрите, у нас от начала вязания до проймы стоит величина 42 сантиметра. Мы эти величины обязательно должны переводить из сантиметров в ряды и вязать по рядам. Это делается для того, чтобы после стирки ваше изделие не вытянулось, да, и не стало не тех размеров, которые вы планировали, понимаете? Поэтому мы его заранее делаем влажную тепловую обработку. Можно стирать образец и дать высохнуть, но результат будет такой же. Я, кстати, проверяла. То есть хотите стирайте, хотите тяните под паром, одно и то же.
И вот смотрите, 42 сантиметра мы умножаем на плотность по вертикали 2,5 и получаем ряды, 105 рядов. То есть я в своем описании так и буду писать. От начала вязания вяжем 105 рядов, да, и начинаем формировать линию проймы на высоте 105 рядов от начала вязания. То же самое касается и выреза горловины. Да? Смотрите, вот стоит величина у переда, по переду 47 сантиметров. Вот тоже от начала вязания. 47 также умножаем на вертикальную плотность 2,5, будет у нас вот 118 рядов. Так и пишем, что формировать вырез горловины по линии переда мы будем, по переду мы будем на высоте 118 рядов от начала вязания. Да? То есть вот так вот мы должны и вязать, руководствуясь, придерживаясь этого расчета. Теперь, что касается перехода на вот этот наш ажурный узор, который мы второй вязали, да, по схеме 6 петель у нас раппорт и 8 рядов в высоту. 6 петель надо распределить. Значит, смотрите, по пройме мы с вами закрываем. И у меня, я тут это по 11 петель из 109, да, из 109 отнять 22, это будет 87 петель. То есть перед тем, как перейти на ажурный узор, по схеме вязать, у вас должно быть на спицах 87 петель, но я вам сейчас сразу предостерегу, должно быть 88 петель, потому что число петель в раппорте составляет четное число 88 петель. То есть одну петлю, девочки, не закрываем в пройме с одной стороны, так, чтобы на схеме было, так, чтобы перейти на ажурный узор, по схеме вязать 88 петель должно быть. Имейте это в виду, это для любого размера. Четное должно быть число. И смотрите, значит, наши 88 петель делим на 6, получаем 14 раппортов. У нас с вами будет, да, 14 раппортов. 14 умножить на 6, это будет 84 петли будет участвовать в раппорте. Плюс 2 кромочные, это 86 петель. Не хватает еще 2 петель. Я предлагаю сделать справа и слева по лицевой петле добавить. Это будет красиво. Кстати, на самой девушке я тоже самое заметила. То есть у них в области проймы тоже идет лицевая гладь. То есть узор начинается не сразу прям с первой петли, а там тоже я вижу лицевую гладь. Поэтому, девочки, вот так, наверное, надо сделать, я думаю. Но это мое мнение. Возможно, здесь достаточно прибавить одну петлю для симметрии. Не пойму. Ну, в общем, я вам рекомендую сделать по одной лицевой петле. То есть у вас, смотрите, если вы не поняли, как это будет. После того, как вы закроете все петли проймы, у вас должно быть 88 петель, да? И, как я уже сказала, это будет 14 раппортов по 6 петель. Так, подождите, 14, я уже на руках посмотрела. 88 делим на 6. Это будет, да, правильно, 14 раппортов, да, 14 раппортов по 6 петель, 84 петли всего, прибавить 2 кромочные и справа и слева по лицевой петле. Вот так у вас будут распределяться узоры. Также они и по спинке будут, и по переду одинаково. Различие у спинки и переда, как вы поняли, только в глубине выреза горловины. Все. Ну, собственно, вот все, что я хотела вам рассказать, мои хорошие. Очень легко это все дело обсчитать на любой размер. Сами вы видели, что арифметические действия простейшие для начальной школы, да, никаких логарифмов мы здесь не считаем. Поэтому, мои хорошие, считайте на любой размер, распределяйте также раппортики. К тому же они такие маленькие все, да, узорчики, то 4 петли раппорт, то 6 петель. Очень легко скоординировать на любой размер эти раппортики. Сложности я не вижу. Я желаю вам, девочки, удачи и связать этот красивый, милый джемперок, чтобы он вас еще долгое время радовал. До новых встреч!